Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо просто вкусный зимний десерт шоколадные безе с корицей и орехами. Безе получается хрустящим, рассыпчатым. Готовится очень просто и быстро, из самых простых и доступных продуктов. Десерт этот получается бюджетным. Его можно долго хранить, заранее приготовить, подавать как на праздничный стол, так и расфасовать по коробочкам, пакетикам, подарить в качестве подарка к новогодним, к рождественским праздникам. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, сначала я разделяю 3 яйца на желтки и белки. Яйца среднего размера. Желтки нам в этом рецепте не понадобятся. Белков у меня здесь 90 грамм. И по принципу приготовления швейцарской меренги берем вдвое больше сахара, то есть 180 грамм сахара, включая уже и пакетик ванильного сахара в этот вес. Все сразу же добавляю к белкам, перемешиваю. Перемешать нужно сразу, чтобы эта масса не затвердела. То есть сахар сразу должен разойтись в белках. Добавляю туда половину чайной ложки свежевыжатого лимонного сока. Вы же можете брать и на кончике ножа лимонную кислоту обычную. Здесь вот это количество лимонного сока добавляем именно для того, чтобы безе было более стабильным. Во вкусе это особо не будет чувствоваться. Сейчас на паровой бане я нагрела всю эту массу, чтобы разошелся весь сахар. Очень важно, чтобы у вас дно миски не касалось воды. Нагреваем примерно до 45-50 градусов. Выше нагревать нет смысла. И как только разошелся весь сахар, я сразу же начинаю взбивать эту безейную массу. Взбиваю сейчас примерно 5 минут. На высокой скорости миксера. Миксер у меня здесь очень маломощный, 240 Вт. Чтобы масса стала уже очень рельефной, чтобы получались вот такие пещерки, пустоты, так называемые при взбивании любой безейной массы, белковой массы, тогда, значит, масса уже готова. Она должна очень хорошо держать рельефную форму. Добавляю туда сейчас половину чайной ложки корицы и 1 чайную ложку какао-порошка. Перемешиваю просто венчиками. Ничего здесь дальше я уже не взбиваю, иначе масса осядет. Вот когда размешалась 1 чайная ложка какао, добавляю 2 чайную ложку какао, чтобы просто не осадить массу. Перемешиваю очень аккуратно. Духовка у меня уже разогрета на 80 градусов Цельсия. Безе, которое уже с какао-порошком, конечно же, не будет таким рельефным и стабильным, как обычное безе, если бы мы его отсаживали просто белым. И корица, и какао дают жирную вот эту массу в безе. И это не очень благоприятно для безе, но особо это не повлияет на его вид, и вкус будет просто необыкновенным. Такое безе нравится даже тем людям, которые вообще не едят безе. Настолько вкусным получается этот десерт, очень советую его приготовить. Насадка у меня здесь кондитерская 192. Вы можете брать кондитерскую насадку 1Е, чтобы отсадить вот такие вот капельки, розеточки. На 1,5-2 часа 80 градусов Цельсия на среднем уровне без конвекции буду сушить это безе. Размер противня у меня здесь стандартный 42 на 32 сантиметра, просто вам, чтобы сориентироваться. Дверцу моей электрической духовки во время выпечки не открываю, чтобы безе не потрескалось. Итак, у меня прошло практически 2 часа. Безе у меня высохло. Вот такое оно у меня получилось. То есть немножко рельеф стирается именно из-за того, что много какао и корицы. 100 грамм миндаля я поджарила просто на сковороде. Вместо миндаля вы можете брать абсолютно любые орехи. Вы можете также брать просто сахарную посыпку, если вам захочется вдруг что-то такое, новогоднюю тематику какую-то сделать. Импульсами растопила 100 грамм молочного шоколада. В микроволновке шоколад 40% какао. Вы можете на водяной бане все это сделать. Шоколад темперировать здесь не нужно, потому что все закроется так и так у меня орехами. И сейчас погружаю каждую безешку в молочный шоколад при помощи вилочек. Это очень удобно делать. И сразу же, пока шоколад еще растопленный, я погружаю вот в этот миндаль. Также можно, конечно же, любой орех брать, здесь кокосовую стружку. Я там сделаю потом еще парочку таких безешек с кокосовой стружкой. Необыкновенно, просто вкусно. Очень всем советую это готовить. Посредством получается бюджетно. Вы даже с арахисом можете это делать, если вам какой-то подешевле нужен будет орех или его заменитель, допустим. Также получается сразу большое количество этого десерта. Процент жирности в этом десерте гораздо ниже, чем в традиционном печенье, пряниках, а вкус у него просто изумительный.
Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.